Всем привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим дебютную новинку от молодой украинской фирмы Garbus Models. Это модель грузового автомобиля МАЗ-200 в масштабе 1:72. Грузовик этот занимает важное место в истории советского автомобилестроения. Во-первых, это первый советский большегрузный грузовой автомобиль, во-вторых, это первенец завода МАЗ, и, наконец, это один из первых послевоенных автомобилей. И, конечно же, эта машина принимала самое непосредственное участие в восстановлении страны после войны. МАЗ-200 присутствовал, наверное, на всех стройках Советского Союза, на лесозаготовках, карьерах и на многих других объектах, где была необходима тяжелая техника. На базе этой машины было построено множество модификаций, такие как, например, самосвалы, тягачи, топливозаправщики, пожарные автомобили и многое другое. Ну и, естественно, МАЗ-200 использовался как армейский автомобиль, в том числе и для обслуживания аэродромов. Его ровесниками на летном поле были такие самолеты, как МиГ-15 и МиГ-17. Так что если вы планируете делать диораму с такой авиацией, то теперь есть возможность дополнить ее автомобилем. Как я и сказал в начале, с этой моделью фирма Garbus Models дебютирует на рынке сборных моделей. И в будущем нас ждет еще несколько модификаций этого грузовика. Также на основе этой модели фирма занимается освоением технологии, и отсюда вытекает несколько нюансов, о которых я скажу далее. Сейчас только хочу отметить, что пресс-формы Garbus Models получены методом прямой фрезеровки в дюрале, в отличие от метода гальваники. Это по сути новая технология для производителей, которые работают с литьем низкого давления. Модель разработана и произведена в Украине. Ссылки на производителя я оставляю в описании под видео. Ну а по вопросам приобретения обращайтесь в соответствующие магазины. На сегодняшний день я встречал эту модель на hobby.dn.ua. Кстати говоря, ссылка будет вести на страничку компании Micromir, но я все же хочу заметить, что Garbus Models это самостоятельная компания. Micromir помогает с раскруткой и реализацией на первых этапах. Также на этой страничке вы можете ознакомиться с продукцией Micromir и AMP. Ну и наконец давайте перейдем к обзору модели. На лицевой стороне рисунок нашего грузовика в армейском исполнении и минимальная информация. Далее на одном из торцов информация на 3 языках. На противоположном 3 варианта исполнения машины. Здесь 2 армейских и 1 гражданский. Но еще пару слов о вариантах окраски я скажу на этапе рассмотрения инструкции. А теперь давайте заглянем в коробку. Внутри нас встречает пакет с литниками и инструкцией. И первое, что бросается в глаза, это литники белого цвета. Необычное решение, но на самом деле это обусловлено все той же обкаткой и тестом технологий. Дело в том, что изначально полистирол именно белого цвета, и в дальнейшем к нему уже добавляются красители. Ну а для того, чтобы осваивать технологию без каких-либо примесей, первая модель издается вот в таком вот первозданном белом цвете. А в дальнейшем, конечно, пластик уже будет цветной. И второе, на что я сразу обратил внимание, это довольно большое число деталей. Целых 4 литника белого цвета и 5-й литник с остеклением. Это также я считаю плюсом, что в модели присутствует полноценное остекление, а не пленочка, из которой необходимо вырезать стекла. Ну а сейчас посмотрим еще на эти стекла поближе. Начнем же обзор традиционно с инструкции. Она здесь цветная и представляет собой вот такую вот несшитую книжечку. На первой страничке довольно обширная историческая справка. Вы можете поставить видео на паузу и прочитать ее. Здесь сказано о разработке автомобиля МАЗ-200, о том, что его предшественником был ЯЗ-200. Также целый абзац посвящен модификациям машины. И указан один интересный нюанс, то, что автомобили, окрашенные в голубой цвет, поставлялись на экспорт. В Советском же Союзе преобладали машины защитного цвета.
Всего же автомобилей было выпущено около 250 000, и в 1965 году МАЗ-200 был уже заменен на МАЗ-500. Достаточно долго эта машина прожила на конвейере, но в хозяйствах она работала годов, наверное, до 80-х, если не более. На английском историческая справка минимальная. Далее начинается раскладка литников. Здесь все четко и понятно. Единственное, что хочу отметить, что нумерация здесь сквозная, поэтому у литников нет букв. Небольшая опечатка, тут не обращайте внимания, это все будет отлажено и исправлено. Естественно, речь идет о декалях. Фототравление в модели не предусмотрено. Со следующей страницы начинается сборка, собирается кабина, топливный бак на этапе номер 6. Далее завершается сборка кабины, устанавливаются мелкие детали и начинается сборка рамы. Устанавливаются карданные валы, глушитель, устанавливаются колеса на раму. И последним этапом собирается кузов, и далее все детали монтируются на раме. Сборка, на мой взгляд, простая и понятная, и я думаю, эту модель осилит даже новичок. Посмотрим теперь на варианты окраски. Здесь нет привязки к каким-либо производителям красок, просто обозначены цвета на русском и украинском языках. Но я думаю, здесь и так все понятно. Первый вариант с голубой кабиной и кузовом. Далее защитные цвета с двумя вариантами номерных знаков. Что интересно, для голубого варианта номерных знаков не предусмотрено, но передние и задние номера присутствуют только для вот этого среднего варианта исполнения. Здесь же дан номерной знак только на кузове и на дверях. Но я думаю, ничего страшного не будет, если использовать для этих номерных знаков, например, голубой вариант исполнения. И еще пара слов насчет цветов этого МАЗа. Мне удалось найти фотографию оранжевого грузовика, и я предполагаю, что это выставочный экземпляр. Чаще всего именно выставочные красились в какие-то яркие цвета, красные или оранжевые. Также в интернете можно встретить светло-серый МАЗ-200, и это современный отреставрированный грузовик. Так что можно использовать и вот такие варианты, помимо предложенных в инструкции. Ну а теперь давайте переходить к пластику. Итак, первый литник с деталями рамы. Первое, на что здесь можно обратить внимание, это сама рама. На ней же отлита нижняя часть двигателя. А сам двигатель в наборе отсутствует. На раме присутствуют небольшие следы от стыка половинок пресс-форм, но это такой технологический нюанс, от которого никуда не денешься. При сборке посмотрим, насколько хорошо обрабатывается этот пластик. Самое главное, что рама отлично отлита и представляет собой замечательную ровную деталь. Здесь же отлиты элементы подвески, задние рессоры, передние. На белом пластике плохо видно, но здесь присутствует небольшой рельеф, имитирующий листы рессор. Правда, рельеф присутствует только на лицевой стороне. Далее подножки, также с имитацией антискользящего покрытия. Топливный бак, бампер, мелкие детали. Судя по этим элементам, рама ожидается достаточно насыщенной и интересной, как для 72-го масштаба. Здесь также отдельными деталями даны два ресивера. Вот эта вот странная деталь, это на самом деле глушитель. Некоторые элементы отливаются неудачно, и фирма решает эту проблему, просто заменяя детали. Вот таким вот образом мне положили этот глушитель отдельно. Как я и сказал, технологии еще обкатываются, осваиваются, и такие вот нюансы возможны. Но производитель решает все возникающие проблемы. И я думаю, в дальнейшем качество будет только повышаться. Следующий литник с деталями кабины.
Она разделена на несколько элементов, и как это все будет собираться, мы уже посмотрим совсем скоро. Вот такими тонкими элементами даны органы управления. Далее крыша модели, рамка ветрового стекла. Здесь присутствует небольшой недолив, но, как я и сказал, фирма обкатывает технологию литья, и я думаю, все эти нюансы будут устранены. Далее капот с необходимой детализацией. Ниже достаточно тонко отлитый руль и радиатор. Что интересно, у модели не сквозная радиаторная решетка, но тем не менее сам радиатор дан отдельной деталью. Далее боковинки кабины. Вот, собственно, радиаторная решетка с имитацией отверстий. Нижняя часть кабины с массивными посадочными местами под сиденья. И, собственно, сами сиденья. На боковинках капота и еще на некоторых деталях присутствует небольшой облой. Посмотрим, насколько легко он будет очищаться, но пока что я большой проблемы в этом не вижу. Также вот на боковинках присутствует рельеф и имитация эмблемы МАЗ. Так, еще хочу показать приборную панель. Так, я надеюсь, удастся рассмотреть, несмотря на белый цвет пластика. Здесь очень здорово сымитирована приборная доска. Также и на внутренней стороне двери обозначены ручки. А вот утяжины на нижней части кабины придется, наверное, зашпаклевать. Хотя для начала посмотрим, как они перекроются рамой. Еще две детали были на этом литнике. Их отделили, видимо, потому что они торчали и мешали упаковке. Это, как видите, два крыла. На них уже обозначены довольно условно габариты и имеется посадочное место под фару. Следующий литник – это детали кузова. Здесь также присутствуют брызговики, и на них имеется рельеф только с лицевой стороны. Сама же деталь, я считаю, имеет достаточно адекватную толщину, по крайней мере такую, какую возможно отлить в пластике. Далее рассмотрим детали кузова. На них сымитирована обшивка между досками, сымитированы крепления. На бортах также здорово сымитированы металлические элементы, расшивка и те же крепления. Проливка переднего и заднего бортов. Подрамник частично отлит вместе с нижней частью кузова, но продольные балки уже исполнены отдельно. Расшивка на бортах кузова присутствует также и с обратной стороны. На пластике также я заметил присутствуют небольшие соринки, так что я думаю, придется литники вымыть. И последний литник из белого пластика – это колеса. Пролиты, на мой взгляд, довольно неплохо, но окончательный вывод можно будет сделать, конечно, уже после покраски. Пока могу сказать, что здесь присутствует некий рельеф, имитация болтов. Вот на задних колесах тоже все хорошо видно. Протектор на колесах также присутствует, но боковые части никак не детализированы. Ну, как я уже и сказал, после покраски будет понятнее, насколько же хорошо на самом деле смотрятся эти колеса. И, наконец, последний литник – это прозрачные детали. И сразу хочу отметить, что детали довольно толстые. Но как это все будет выглядеть в сборе, это уже посмотрим, соответственно, при сборке модели. Искажения в стеклах присутствуют. Но, опять же, как это повлияет на вид итоговой модели, также посмотрим уже в будущем. Из интересных моментов хочу отметить, здесь на ветровых стеклах отлиты дворники, далее фара отлита единым целым, то есть даже корпус отлит из прозрачного пластика. Также из прозрачного пластика отлиты зеркала вместе со стойками. И вот некоторые детали, которые намекают на продолжение серии МАЗ-200. Это вот отдельная фара, фара-искатель, скорее всего. На этой модели она не задействована.
И вот такое вот интересное косое стекло я также не нашел, где оно применяется на этом грузовике. Вот еще одна такая вот скошенная стекляшка. Тоже неизвестно, где ее здесь применить. Но теперь будем ждать модификаций, чтобы узнать, откуда эти детали. Здесь вот также отлиты задние фонари вместе со своим корпусом. Единственное, что мне здесь совсем не нравится на фарах, это поперечный стык от половинок пресс-форм. То есть он проходит как раз по вертикали по стеклу фары. Так что здесь придется это все зачищать, шлифовать и посмотрим, как это все будет выглядеть после обработки. Конечно, хотелось бы, чтобы эта деталь была выполнена как-то иначе. Последнее, что нам осталось рассмотреть, это декали. Вот такой вот небольшой листок прилагается к модели. Пока что про них могу сказать только то, что они отпечатаны четко, но подложка выглядит достаточно тонкой. При нанесении уже будет понятно, насколько они хороши. В инструкции не было указано, откуда взяты прототипы, поэтому если вы знаете, то напишите в комментариях, из какого региона эти номера. Итак, друзья, вот с такой вот моделью дебютировала на рынке компания Garbus Models. Признаться, я был удивлен, когда увидел MAZ-200 в 72 масштабе. Это по-настоящему безальтернативная и уникальная модель. Как-то уж этому семейству производители не уделяют внимания. Есть в 72 масштабе Зилы, есть Уралы, но вот МАЗов совсем нет. Как я уже и говорил, они использовались при обслуживании военных аэродромов, поэтому могут быть интересны также моделистам, которые занимаются авиацией. Ну а мне интересно поставить эту модель на полку как часть семейства грузовых советских автомобилей в целом и часть семейства автомобилей МАЗ в частности. Порадовало здесь количество деталей, повозиться уж точно будет с чем. Ну а также приятно удивила цветная инструкция. Ну и в завершении хочу поблагодарить фирму Garbus Models за предоставленный на обзор образец, поздравить с этим замечательным дебютом на рынке и пожелать успехов и развития в будущем. На этом же я свой обзор заканчиваю. Напишите обязательно в комментарии, как вам такой прототип и что вы думаете об этой модели. Не забудьте поставить лайк ролику, если обзор был вам интересен, и подпишитесь обязательно на канал. Очень скоро мы соберем этот мазик. Я благодарю вас за внимание, всем пока и до новых встреч!